какой-то анонсмент? Rather, hello and cheerio and all that. Yeah, I give him a bandana and he's instantly British. Вот, What's that это about? ранее у Look нас right будет here. bowiethehero. +1 to Мы с ним комментатор The Yeah, of Black course. Fantastic. Nailing it, buddy, nailing it. Before we get kicked off, I actually do have a little bit of an announcement, is that we've actually activated another incentive goal towards our Symphony of the Night crowd control run to появился upgrade it инцентив to на a crowd randomizer control variant. ран So по we are Косолевании случайно. So we are setting it at $1,000 raised. If we can raise $1,000 between this run and Portrait of Ruin, then you'll get a randomized version of the Symphony of the Night. То есть если сейчас за эти два рана, то есть за Deedlit in the World of Labyrinth и за Castlevania Portrait of the Ruin наберется $1000, то если увидит рандомайзер, crowd control, Castlevania Symphony of the Night. Вот, так что, если будете готовы и хотите это увидеть, то, кстати, донатьте. Вот. Что ж, сейчас у нас на экране игра... Я скажу уже название на русском. Это «Летопись воин острова Lodoss», «Deedlit в лабиринте чудес». Игра в жанре Metroidvania, игра, которая была сделана по серии романов «Летопись воин острова Lodoss», непосредственно. Вот, категория у нас будет any процент no out of bounds. И мы постепенно начинаем. Странно. Эта игра такая, что-то похожее на кослу, уже именно с Metroidvania свежими, которые вот мы увидим, то, что тратит, например, Дярон, или как в очевидный пример Symphony of the Night. Как вы можете заметить, тут даже в каком-то плане похожий мувмент, какие-то похожие движения есть. Да, серия романов, основанная на реплеях ДНД партии. Вот. Что мы можем сразу видеть, это у нас есть, собственно, техника передвижения. Интересно, это бэкдэши, на которых есть просто отдельная кнопка в настройках. Это одна из основных, так сказать, механик, которую мы будем использовать пока что. Вот. Обычная ходьба с прыжками, ну, тут это надо уметь, в том плане то, что платформинга здесь много, и как бы ошибиться-то не сильно и хочется. Вот, у нас есть также такое, типа, как парение, получается, потому что мы подобрали одного из духов, который нам может помочь проходить некоторые цепи, которые вот вы могли видеть, которые горели красным, и также есть, которые горит синим. Вот, подбираем оружие. У нас будет здесь только два оружия во время рана, ну, основных именно типов. Это меч и это лук. Также стоит отметить то, что игра довольно короткая, здесь всего лишь 6, ну, можно сказать, 6 уровней, которые нам надо пройти. Но в плане масштабности, если вы любитель там 100%, на 100% не проходить, но думаю, в принципе, и хватит. Вот. Ну, как вы можете заметить, да, игра в каком-то плане копирует даже Castlevania. Ну, в плане точек сохранения, еще что-то, поэтому как бы это и приятно на глаз выглядит, и просто приятно играть. Вот, можем видеть, как раннер
меняет, переключает духов, чтобы проходить сквозь цепи. Вот, поднимаем заклинания, которые мы будем использовать в босс-файтах некоторых. И, в принципе, больше не идем, потому что драки у нас будут заключаться только в основном в босс-файтах. А боссов, в принципе, у нас здесь не так много. Мы сейчас идем до первого босса. Это Абрам. Я когда по картам смотрел, в принципе, можно было залипнуть. Ну и 10 часов это тоже, в принципе, неплохо. Вот, можем видеть, как раннер использует Weapon Hover, когда просто двигаясь вперед и параллельно нажимая кнопку атаки, мы можем горизонтально двигаться, не теряя высоту в таких местах. Вот, у нас здесь также в игре есть пазлы, которые нам надо решить с помощью лука, ну, правильно, выстрелом из лука. То есть тут, в принципе, тоже такое имеется. Вот. Вот мы дошли до уже первого босса, это Абрам. Он просто синий или пьяный, непонятно. Это, в принципе, потом увидим. Но это не факт. Вот, поэтому у нас здесь, в принципе, обычная тактика — это просто как-то успевать наносить ему урон и с помощью мечика, и с помощью лука, учитывая то, что нам нужно еще включить дух Ифрита, для того, чтобы наносить ему урон. И, в принципе, довольно легкий босс-файт. Здесь, в принципе, ничего такого сложного. Учитывая то, что даже ранее успел перепрыгнуть атаку босса и нанести урон сверху. Игра нам это позволяет. Вот. Здесь мы уже будем открывать следующую технику передвижения. Это подкат. И после получения подката мы будем использовать подкат плюс бэкдэш, потому что нам... Это самый быстрый способ передвижения после получения подката непосредственно. Ну, потому что здесь больше нечего говорить. Вот, ну и нам обязательно надо именно делать это в огненном моде, потому что с ним мы можем, типа, более безошибочно делать наше передвижение. А если мы будем делать подобное в синем моде, то как бы у нас немного просто расстояние будет не так больше срезаться, чем в принципе это делается в красном моде. И все. Вот. Вот. Ну и можем видеть маленький кусочек пазла в виде использования выстрела с лука. Вот, и мы переходим к второму босс-файту. Это Пиратрес, который нам надо спокойно можем заспамить одним лишь заклинанием и параллельно делая тычки. Вот, и байтим ее как раз под конец выхода уровня, чтобы нам не тратить время на выход уровня. Вот, и, в принципе, все. И тем самым первый уровень он пройден. It's really cool that there's a dice indicating the stages, because again this was based on a D&D campaign, so it's like a nice little like visual tell. Ну вот, сейчас уже мы переходим на второй уровень. Yeah, the zebra is a two-handed sword, Здесь and мы actually with its own получаем property меч to зебра, having a special который pogo property. ранее If you can будет have a использовать. downward stab, you can actually gain an incredible amount of height off of Ну, enemies or потому anything else that что you have. когда мы So будем we're gonna be seeing наносить that and other урон two-handed по weapons that look врагу like в that. прыжке, мы Two-handed weapons
можем, ну, как вы могли заметить, оттолкнуться, и тем самым мы набираем нужную высоту для того, чтобы сократить время достижения нашей цели. Там вот здесь, в принципе, много таких моментов, вместо того, чтобы нам какой-то более длинный путь выбирать. Поэтому данный мечик, он очень даже полезен. Ну, здесь, кстати, можно увидеть то, что если мы включаем вот данный огненный мод, то в лаве мы не утонем. Что, кстати, хорошо сделано, то что можно активно менять мод движения, потому что здесь, в принципе, таких моментов много. Вот, и сейчас мы переходим к босс-файту Джина и Ифрита. Это, можно сказать, один босс, потому что у них один КПБ, который может увидеть сверху слева, один на двоих. Поэтому, в принципе, Ранник быстро справляется с ним, безошибочно проходит уровень. Вот, и здесь мы получаем дальний прыжок, который нам тоже понадобится. Полезная вещь. И, в принципе, больше мы ничего для нашего передвижения не получим. We hit a $25,000 raise. Let's go. Я преодолела отметку в $25,000. Клапа. Хорошее событие на этом марафоне. Вот, и сейчас мы идем ко второму боссу, как я помню. Это будет еще один дракон, который называется здесь Shooting Star, Deedlit. We've got a $30 donation from Papa Gen Zero. Ну, сейчас, hey, USA, got to donate. Ничего такого, в принципе, не происходит. Тут ничего сложного нет. Все, что я могу сказать. Я маленько в шипах застрял, хотя он не успел банально мод переключить, потому что это хорошо с шипами. Вот, ну и можем, и как нам данный меч Зебра помогает здесь. Вот, активируем. Нужно нам платформу и идем в другую сторону. Lovely donations, much appreciated. We're going to do one of our only backtracks. Маленько бэктрекинга пошло, потому что, видимо, никуда. That's hard. That's essentially what I'm doing is I'm hovering with the wind and then kind of this almost like то, что мы же нажали данную кнопку, чтобы открыть зеленые двери. Вот. Shout out to Jado, by the way, the community member who decided that pogoing was a good idea. Тут без бэктрекинга как бы очевидно было не обойтись. Because they seem quite daunting at first. It's always one of those things with speedrunning that new tricks can always be a little bit scary for us to kind of like get into until we really understand them and learn them. Берем меч Катар, который нам очень хорошо будет помогать в других босс-файтах. Как я понял, это оружие с довольно большим скоростью атаки, который нам поможет больше и быстрее урона. Вот, но как бы мы еще будем поднимать примерно вроде бы еще два меча, которые нам тоже понадобятся, но пока что основным нашим оружием для убийства босса это будет, естественно, Катар. Именно только для нанесения урона. Собственно, уже его заранее подбираем. И вроде бы мы сейчас идем... Да, мы идем к босс-файту.
So I should note that obviously this is the no out of bounds category, and this stage here actually has one of the few out of bounds that we use и, в принципе, вот мы видим, как приходит нам Shooting Star, и благодаря Weapon-ховеру и маленько Пога мы просто пикаем ножиком по дракону. Ну вот и все, в принципе. Довольно простой босс-файт. Вот, и мы переходим на третий уровень уже. Вот мы переходим к лесам, вот, где могут возникнуть маленькие проблемы, потому что здесь нужно правильно делать подкаты вот под этими растениями, иначе если вы маленько ошибетесь с таймингом, то вы получите урон и тем самым потеряете гейм. Активируем механизм и поднимаемся маленько наверх, чтобы набрать нужную нам высоту и начать наше дальше продвижение. Просто изи. Ну вот сейчас мы будем идти к босс-файту Карли. То есть, вот, могли заметить, там женщина была в черном плаще одета. Мы будем драться с ней на этом уровне. Вот. И здесь мы уже начинаем получать соул-ключи, которые нам нужно будет набрать. Вроде в количестве 5 штук, для того, чтобы потом пройти дальше по сюжету. Вот. Маленько есть ошибки, но в принципе там довольно хорошо идет у bowiethehero, учитывая то, что он является на данный момент держатель мирового рекорда в данной категории. Он и поставил ее относительно недавно, перед ESA. Вот. Хорошо пропрыгнул с Эппи, потому что вроде как я понял, у подката есть свои кадры неуязвимости, что, в принципе, помогает иногда пройти такие препятствия, в которых ты можешь получить урон. Учитывая, что урон не хотелось бы иногда получать, потому что, как вы можете заметить, в середине, сверху, в середине экрана, где вы видите сферу, под сферой вы можете увидеть числа 3 и 1. Это уровень духа, который вы набираете, и от этого зависит типа хил, как я помню, и вроде бы урон. Вот. Но при том случае, что вы не получаете урон, опять же. Вот, и мы идем сейчас к босс-файту с Карлой. Вот, собственно. Вот, поэтому ловим Карлу и начинаем тыкать ножом. Учитывая то, что она имеет такую привычку иногда телепортироваться туда-сюда. Вот, но это не один босс-файт, после этого появляется еще один босс, это Флауш, у которой есть щит, и пока она держит щит, нужно ей перепрыгнуть за спину и тыкать ее ножом со спины. Ну или просто до последнего мочить кнопку атаки и тем самым мы побеждаем еще одного босса. Вот. Сейчас идем еще за одним ключом, так как нам нужно поднять их всего лишь 5, опять же, как я говорил. Ну, и все, в принципе. Потому что нас
еще на данном уровне будет ждать только... Вроде бы только Карла, опять же, и еще один босс, который появляется после Карла, это будет Демон Год, которым мы будем побежать вроде бы спамом заклинания Will о The Wisp. Но я вот сейчас не помню, то ли это с ножом проходит, то ли с заклинанием. Ну, ладно. Вот, нам нужно подобрать еще один ключ, чтобы дойти до последнего босс-файта. И мы вроде бы... Да, мы как раз за ним и идем. Параллельно вот, уничтожая вот эти тени, которые затемняют, грубо говоря, что происходит дальше. Поэтому нам здесь просто их надо уничтожить, чтобы было видно, что здесь. Вот, ну и как бы от них можно еще урон получить. In order to basically different enemies have different kill requirements for their drop and they're stage based. So when you enter the stage, подобрали все into the stage because again they're self-contained, ключи душ и count will then start. And if it's the 40th kill, I get my dark bow. So here's what we need the 5 keys for. Is for this elevator to go down. bowiethehero рассказывает то, что дропы здесь не рандомные, вам скорее нужно убить определенное количество, чтобы вам выпал, например, определенный предмет, или что-то типа такого. Да, вот как раз нужно было убить 40 теней для того, чтобы мы получили темный лук, который нам тоже понадобится. Вроде в одном из босс-файтов, как я помню. Вот, меняем перед босс-файтом на лук. Значит, я точно не помню, как босс-файт проходит с Демонгоном. Ну, ладно. Вот, и на Кару, в принципе, точно такая же тактика. Это просто ловить ее и тыкать ножиком. Вот, и после этого Карл трансформируется в Демонгона. Вот, и да, вот, используем лук и параллельно иногда используем заклинания. И как раз потихоньку, пока мы убивали Демонгода, мы потихоньку, маленькими шажками еще подходили к выходу с уровня. Что, в принципе, нам же и удача. Вот, переходим на 4-й уровень. Вот, находимся мы в таком аду. Вот маленько трудноватый уровень для раннера. Вот мы получаем здесь еще одно заклинание, которое вызывает торнадо. Это заклинание нам, в принципе, тоже потом поможет нанесение хорошего количества урона. Вот. Видим, как что-то... Пока здесь происходит катсцена. That was Ashma188. Thank you very much, I do appreciate it. Проходит катсцена и, в принципе, идем дальше. Ничего такого. Меняем оружие на зебру, чтобы с помощью пога мы набрали высоту. То есть банально нажав кнопку атаки в прыжке и чуть вроде бы либо под углом, либо вниз. И тем самым нас много подкидывает выше. Вот, и
после того, как мы сейчас вроде бы еще один предмет подобрали, мы снова меняем на Катар. Вот. Вот. Можете увидеть, в принципе, как работает новое заклинание Виншторм. Вот, оно наносит реально хорошее количество урона, и, опять же, для нас полезное заклинание будет. Вот, пытается запрыгнуть, маленько не получается. Ну, более со второго раза получилось запрыгнуть. Вот маленько тут головоломок с помощью лука. И слишком много урона было. Не паникуем, не паникуем. Вот, сейчас будет самый, наверное, такой глупый босс-файт в каком-то плане. В спидране. Вот. Это файт с драконом Нарс. И мы можем так спокойно подойти к его жопке и, в принципе, вы видите, что видите. Вот, нажимаем на рычаг, который будет открывать нам красные двери теперь, и спокойно уходим до второго файта с Пиратес, после чего мы будем выходить потихоньку на финал. Crocodile, good, I don't like him. We've got a little bit of movement here again, so we have some time for some more donations, if there are. Вот, поэтому пока что мы идем по дверям, которые мы можем теперь открыть. И, собственно, вот следуем за Пиратес, потому что, опять же, сейчас будет следующий босс-файт. Вот пробегаем врагов. Здесь, опять же, с помощью наших подкатов и бэкдэшей. Ну, вот вы, собственно, можете заметить по зеленому вот этому дыму. Вот видим Пиратес и начинаем спамить заклинаниями, Билдвиз, и спамим Катаром. Да, тут, конечно, Пиратес более активнее двигается, но файт, конечно, маленько тяжеловат, но и быстро одновременно. Вот, в принципе, мы сейчас будем выходить на уже 5-й уровень и потихоньку будем двигаться к еще одному из боссов, которого мы можем сейчас увидеть на экранах, вот, который сейчас будет сидеть на троне. Это Ашрам. С ним у нас тоже будет босс-файт. К сожалению, не пропускаем, поэтому наслаждаемся кино. Time for one more then before we crack on. Oh, we've got a $5 donation from Benny1 saying, "Damn, you are fast, Bowie." Oh, thank you. Вот, ну и параллельно No one's ever said that. Еще сюжет происходит. So this is a dream sequence here in the quote-unquote real world. No, this is a dream sequence. Сна, так сказать. This is a dream. That's definitely the way around it goes. These are lifeless kings. They hit me for 40 HP, so I want to try and avoid them as many at times as I can. Вот мы видим противников lifeless king, которые, если мы их заденем, они наносят 40 урона. So that's pretty scary, but they hit me for 40, so if I take 3 hits, I'm dead. But yeah. So yeah, I'm just gonna like see these visions of Deedlit's old adventuring party. So this is obviously it's a D&D campaign, right? There were 6 players. Deedlit, Eto, Slain, Woodchuck, Pan, Deedlit's boyfriend.
Вот, ну тут рассказывают вот персонажи, которые вот цели, это вот та ТНД пати, и ранее вот перечислял, собственно, их имена. This is perhaps the most broken stage in the no outer bounds, because we're not going out of bounds, but we are going to в этой категории данный уровень вообще. Подавали еще сейчас оружие Crimson Mallet, тоже хорошее оружие, которое нам понадобится еще в одном босс-файте, вроде бы со шрамом. Данный уровень в ООБ, именно в ООБ категории, он здесь хорошо сломан на самом деле, но так как категория на ООБ, всяких приколов мы не увидим. Which is used to augment your double jump by making you go even further by holding up when you're doing the double. По магазинам мы тут, в принципе, ходить не будем и получать всякие апгрейды. Нам как бы здесь оно не надо, нам хватает нашего снаряжения для того, чтобы пройти игру быстро как сможем. И как раз мы переходим к ашраму. Берем Виншторм, берем Катар и пытаемся не получать особого урона и параллельно Катаром наносить урон. Естественно, Ашрам, учитывая то, что он довольно много всегда танчит урона. Но, как можно заметить, это еще не все, у него есть вторая стадия. I've actually manipulated his AI as well, because normally he jumps back to begin with, but because he's in the corner, he's going to jump forward instead. So what I'm going to do is I'm going to stack a little bit, jump back, and then 1, 2, 3 backdashes in time with him. He's then going to jump back into the нужно затаймить как рывки атак, и после этого можно им спокойно заспамить, пока он не успеет скастовать одну из своих способностей. Cheers. Вот, и все, в принципе. После этого шрам исчезает. So, really weirdly, Pyrotes, who we've beaten up twice now, is turning into data. I haven't really talked about the narrative in this game, which as an RPG speedrunner is sacrilege to me, but this is not an RPG speedrun, so it's too fast to really talk about the ins and outs of the lore. I'm sorry, Lizard. I do respect the lore, but not during this 45 minutes. But there's something about that. I guess we can talk about the fact that теперь, чтобы закончить уровень, мы разблокируем остальные двери, только уже фиолетового цвета здесь. И уходим отсюда. Прямо к босс-раш, где нас будут ждать много боссов, которых мы прошли, и тех, которых не прошли. После чего у нас останется маленький сегмент, который нам просто надо пробежать, после чего ран будет закончен. And we're going to do some more Windstorm skip shenanigans. Вот, ну да, тут, в принципе, ДНД тут много даже намеков, потому что 6 стейджей, потому что шестигранный кубик. Вот, меняем оружие, которое вот мы последнее подбирали. Делаем пога, чтобы быстрее забраться на платформу, куда нам нужно было. И с подкатом продолжаем как-то пропускать противников. Ой, но... See, that's the harpy being an absolute bunch of poos. Oh, man. Yeah, like stage 6 is an absolute каждый контакт с кем-то физически наносит 30 урона, и как вы могли заметить, это слишком больно. Раннер говорит то, что он давно здесь не умирал.
чувствуется маленько обидно, но... Second time to charm. But yeah, the hard Унываем. is if they get caught, like basically it was up and it moved down when I was sliding through, and that basically made me get caught between Учитывая it, то, and что I'd already taken a hit. последний сейф, он which meant был that was just стейдж назад. I could have maybe waited for my slide Но a как little бы до bit, него but, идти this is just a не marathon так safe thing. далеко. I would normally just try and jump and hope that he's not a total arse. Казуала посадили. Снова. We go again. I think that's my only real error today. That's speed running for you. Okay, we do this again, and you're not going to be mean to me, are you? Вот. The dragons were playing nice. Потихоньку, медленно, наверное, this game doesn't really lag, but there are двигаемся к босс-раш, который нас ждет. Вот, аккуратно пытается забайтить на себя дракона вместе с гарпией, чтобы можно было резко опуститься на землю и с помощью подкатов убегать. Вот маленькая платформенная секция вместе с ловушками. Ну вот, открываем последнюю белую дверь. Белые двери именно на данном стейдже. Потихоньку, медленно, наверное, будем сейчас двигаться к финалу. Вот. Когда мы делаем подкат именно в Василиска, нам нужно поймать один из проджектайл, чтобы нас маленько так дэмэдж бустнуло, и мы могли отлететь чуть дальше, тем самым пролететь дальше, и, как мы видим, там хп оставалось прям ну, очень мало. Используем Винсторм, чтобы убить первого босса, Джин и Ифрит, и как бы, как можно заметить, Винсторм очень полезный. Вот, зал будет орать каждый раз, когда убивают босса. Переходим к Шутинг Стару, которого мы балим также вот с помощью Катара и Виншторма. Like a Mexican wave with the cardboard cutouts. What's really cool as well is the windstorm's so good because we also have an MP. Переходим к босс-файту с Карлой. Ну, в принципе, точно такая же тактика. Вы можете заметить, сколько урона влетает непосредственно по боссу. Вот, но Карлу мы здесь только встретим один раз, потому что, ну, да, она потом принимает другую форму. Но как бы здесь решили пощадить, поэтому после Карлы у нас сразу Флаус и должно быть Демон Год. Вроде как. Да. Вот, маленько попытался заставить раннер босса, но чуть-чуть не получилось, но в принципе это уже не важно. Вот, переходим к Нарсе. Вот. Подходим снова к жопке Нарсе и спокойно добиваем босса. Снова меняем на Катар, потому что только Зебра наносит по нему самый большой урон. Вот. Переходим к Пиратес. Здесь Виншторма не будет, здесь будет только Виллоу Дэвис, потому что она прыгает туда-сюда, и нам как проще нанести урон именно только от данного заклинания плюс Катара. Вот, меняем обратно на Виншторма. Вот, переходим к боссу, которого ранее не было, это Белт. Ну, маленько раздражительный босс. Ну, как вы можете видеть, он по себе довольно много урона танчит, и атаки у него довольно неприятные, которые у него здесь есть. Вот, переходим к Ашраму.
вроде бы последнему боссу в босс-раше. Вот, и первую форму он спокойно забирает. Сейчас будет вторая форма шрама. Вот, мэш происходит маленько. Шторм. Чат зрители в зале держат прям свои крики. Каждый раз, когда убивает босса. И у нас остался, получается, один босс. Ну, один финальный босс-файт, точнее. То есть мы потихоньку движемся уже к концу раунда. В принципе, если посмотреть на время, минус чашечек не... ВРом не пахнет. ВРом не пахнет, потому что раннер один раз умер как раз перед шестым уровнем, как раз перед вот последним всем сегментом. Вот. Сейчас проходим лабиринт. Остаток данного лабиринта до босса. Да, последнего босса. Hungry Moogle, sorry, donated $5 saying, happy to catch the live run after watching all the work you're putting. Hashtag fighting class. Which also goes to the castle. Здесь маленько происходят моменты с памятью главного героя. Вот, сейф, главный, и мы идем к босс-файту. Вот, первая часть данного босс-файта, это мы деремся с памятью нашей. То есть персонажами, которые сдал главный герой. Deedlit's various cast members. Вот. Более-менее, но прошла первая часть босс-файта. И вроде бы у нас последняя вторая фаза. Это Найл. И у нас босс это вот большой глаз. Вот берем берем последний мечик, который выбирает с последнего босса, и начинаем в воздухе тыкать мечиком. Вот, если у кого-то есть проблемы со всякими мерцаниями и так далее, то знаете, что вот сейчас очень много этого всего будет. Поэтому так, предупреждаю, у кого есть с этим проблемы. Вот, то есть тут, в принципе, много таких пас и атак у данного босса, как вы можете заметить. Да, не успел. Маленько не успел до одной из атак босса, но в принципе раннер это сделал. Кляпа. Кляпа. Flash with a whole bunch of bright lights. This speeds up basically. But time is not over yet. We are almost done though, and we have successfully escaped the labyrinth. Yeah, that was. I got hit at the end. I was so bummed about that. I was trying to like. Вот, но это еще не конец крана. То есть нам нужно добежать уже до конца. I didn't drop down quick enough for the two shots, but yeah, the Nile fight is really good. It takes a lot of practice to kind of get that all those phases down damageless, but
you know, it is what it is. But yeah, after basically confronting the reality, you know, she knows that in real life, Pan is actually dead, and she was in this dream state of the Wonder Labyrinth, thinking she can save him, and she Вот just нас couldn't. тут, конечно, But, маленько you know, accepting заливает за reality, сюжет. accepting truth allows her to escape from Niall's grasp, and then we return to the real world. And actually, this ending is where, because there is a new book in the Lodoss War canon that has come out, the book continues on from this ending. So if you are interested in following the story, серию start книг, reading a book, watch like a full like, OVA of anime, then 2 other который follow-ups, and then play this game, and then read «Летопись another воина book. острова Лодос». It's almost Kingdom Если вы Hearts заинтересованы, like. Yeah, but I can pronounce all these names. Yeah. It is also like just as вот, и у нас здесь, в принципе, последние so all I'm going to do бэкдэши is just backdash now because again, we данного have all рана. those upgrades because they were part of the dream. And then we were going to just get to the final screen. You'll see the Wonder Labyrinth flash up one more time. And I want everyone to say the line that comes up on screen because it's going to be great. Here we go. Everyone, 3, 2, 1, time. I see. I see. Попросил раннер, чтобы зрители произнеси последние слова, которые закрывают данную игру. Лапа. GG. Thank you very much for having me on here, Mr. World Record Holder himself. Yeah. Sorry, I couldn't quite hear that. Sorry. It was, everyone was so loud I couldn't hear my host. Say that again, my friend. Yeah, of course. Yeah, no worries. We have a lot of donations to get through, obviously, and we'll get through those, and then I'll set up for the. У нас тут будет маленько bounce. We've got 4 donations for the Castlevania Symphony of the Night randomizer upgrade. One anonymous donation for $25. Thank you for that. And an ace saying, "Come on now, guys. Not that long until we'll get to see the Black Tastic suffer. Let's make it all that more sweeter for the betterment of mankind." That was $50. That's gonna be suffer-tastic. And another one. Читают донаты. Sorry, go ahead. Another one for $75.21. Don't mind me, just smoothing out my donation total. Thank you, Ananas. And that guy Kim with $100. Loving this Bowie Bobby run. Gotta see Bobby do the randomizer next. Oh yeah. Thank you all. Excellent. Ну, донаты идут сейчас, как я понял, в рандомайзер по Кслане. They made a Metrovania called Toho Lunar Night, which has a kind of, I think it's got like a cool like time freeze. There's a Toho fan in the audience. Just the one. No. Toho фаната so that's a really cool game with like определили some time freeze mechanics, I think, or like, kind of like just по position одной shifting. трассе. But they made another one which no one knows about, which isn't anywhere. Должен быть сейчас следующим раундом Диагва с Castlevania, но у нас тут, походу, я так понимаю, еще шоу-кейс будет немного скипов, как я понял. Any more thingies, plugs, donations, stuff? No? Okay. Reader. Yeah. Yeah. I'd like to remind everyone that we are raising money for Alzheimer Fonden. Вот, например, is a fundraising organization focusing on Alzheimer's disease and куда идут донаты? diseases. Для чего, собственно, собираются пожертвования? Absolutely. Yeah, obviously, I mean, we hit 25k during my run. I think that was, I didn't say that, but that was, I really wanted to hit that. So thank you very much for hitting $25,000. Quarter of the way to our total. If we can hit this is going to be a bit much, but I'm challenging you. Yes, you, not you. Move out the way. You, yes. Let's get to 30k by the end of his randomizer. Yeah, which is definitely happening. You're gonna make it a randomizer. Yeah, we have to make it a randomizer, and as the host said, we are over half the way met to. Вот половина, собственно, на рандомайзер. Me get lost. If you want to see еще me suffer, and if you want to see that eventual $100,000 by the end of this week, you want to get your donations in toward that randomizer and a whole bunch more incentives to come this marathon. Let's go Twitch chat. Let's go.
Let's go Brit. Can we Как put это a question мило. mark at the end of this, please? Because it's not the end, because I have to do an out of bounds showcase. Thank you very much for, О, again, да, for как я meeting понял, that. сейчас будет A big helping маленько out with the 1500. шоу-кейс Of you. Obviously, that was the с no out of bounds category. The reason I like that compared to this one, the скипами, out of bounds, is not that the out of bounds are not like good or anything. I think they're really, really, учитывая good. то, It's что like focusing on that на sheer данный момент execution. And the screens that we do see, быстрее whilst только it looks great, I really like it, категория so I just do no out of bounds for that. без But yeah, ОБ. so this always shouldn't take too long. I'm not sure if you're going to have an estimate up for this for like 5 minutes. Вот, не знаю, But there are сколько сейчас two main займет. ones that we use for the run. Примерно There's 5 one that I минут, really like that говорит doesn't really do час anything just Боуи yet. на данный момент. Hopefully we can do something with it at some point. But yeah, so let's crack on. I'll do them in order of when they pop up in terms of, I'll do run, relevant, and then the other one afterwards. So we're going to go back all the way to stage 2. Вот сейчас мы идем At к this save point here второму that I've got here, I've стейджу. already defeated Jin and Ifrit. I don't actually know if we Yes. need to do this in all honesty, but I'm doing it with double jump because that's how I'm used to doing this. Вот, и 'Cause I've not переходим ко actually done the второму run стейджу. as it stands right now. So we're going to go quickly back into stage 2, into the room where we grabbed the zebra. And И идем сейчас к пункту, где мы so брали how мечик this зебра. works essentially is that you know that I can basically when I do a slide, I can just like cancel that with Вот, сейчас Ранер говорит то, this что kind of movement вот whenever I want. So even if мы I'm in the можем middle of it, I can emit that. отменять And you can see the анимацию after effects, подката so, you know, the after благодаря effects on the slide, you can see her бэкдэшу, то есть как раз in the техника middle передвижения of называется the video whilst I'm doing that. So let's do бэкдэш that. слайдинг. Okay, where are we? Well, И мы we're underneath the floor right now, and you can see me attacking there. But what I'm путем gonna do is I'm подката gonna go to the left. и Now, бэкдэша the way this works is появляемся that whenever there's, like, маленько if you look on the map, you've got these, like, thick за lines текстурами, where segments end. Well, that's kind of like a scene. So и I'm gonna тем move all the way самым to the left here. I'm gonna keep going. Hello. I'm gonna go all the way left. If you look on the little мы minimap on the идем bottom left, и покоряем I'm gonna go past the blue границы door, which we игры. unlocked earlier. I'm gonna keep going to this little one door here. All right. So I'm gonna go to the left, shan't I? Let's go to the left. Wait. No, wait. Where? Where? Папа. Oh no, I'm falling! Don't die! Oh no! And we're in the shooting star room. How do you get back in bounds? Well, thankfully, for the purposes of this one trick, Так получилось то, что pushes us back in bounds. If you сейчас don't fall, there you go, hello. у Раннера If you try and do it normally, you он actually начал end up, падать, like, stuck in the wall and you can't. Like, и I've done this он when she's пришел already dead, в and you just get комнату stuck in the wall because you can't get out and there's no seam to босс, use. And then, боссу what Shooting that Star, does, ко if второму you remember, боссу I'm sure данного you've seen уровня. it, but there's that big В movement принципе, between opening такой the green door and забавный going момент back на out самом to деле. it, so it skips like a good third of this stage, and it's really, really nice. So that's the first one. Это первый скипочек, который And I'm going to go связанный to с my. выходом в I ОоB. also just want to show off my ultimate file, which is 100% because haha. That's what it looks like. Ого, Yeah, nice map. So again, I mentioned that all the stages are self-contained. отличная Keep that карта, in mind, прекрасные because I'm gonna blow your предметы. minds. So this is stage 3. Yeah, stage 3. У нас еще осталось два скипа, которые нам хочет показать Раннер. И мы переходим в третий уровень. I'm going to essentially slide under here and get stuck below. I did that first time. There is a way you can actually get stuck in the lip above. Вот, и мы сейчас, в принципе, делаем снова слайд бэкдэш. И мы, так как мы застряли и маленько и вывалились непосредственно в само ОоB, what I'm going to do is I'm going to do another slide and backdash cancel, and it will вот, и мы выходим обратно inbound в определенном именно в сегменте уровня, опять же с помощью бэкдэш слайда, то есть уже выходим обратно в inbound. Which I think is funny for a variety of reasons, because it's not as simple as the first two, where you just kind of do the slide backdash. I mean, yeah, that is what you do. I'm going to go and save though, because you can soft lock this if you're silly. Вот, но если сейчас у Раннера не получится данный скип, то он может софтлокнуть игру. Вот, поэтому хочет сначала сохраниться. Mate, that feels so good. Just a slide killing a goblin. Oh, that's a good feeling. 1 second. Sorry. Раннер наслаждается I'm very sadistic. I don't know. подкатами. Water sucks, right? Look at this slow movement. That's not very nice. We don't like that.
Okay, so it takes place on this one. Now, I'm not actually going to use the lip above me to push me under. I'm going to do this here. So what I'm going to do, I'm going to slide into the wall and do a turnaround backdash rather than a slide regular backdash. And that will put me under here. So you can see I'm now here. You can get stuck Вот, и here. опять же с помощью What I'm gonna do, бэкдэш I'm gonna слайда change to он wind, заходит jump here. So you в can see my sword coming out here. OoB. This is hard, so I might soft lock this. So I'm going to do a slide to the right and then another turnaround backdash, which will put me not there. There. Okay, cool. Now here I am. Вот, Hello, this и is me. вот он Now немного в инбаунс выходит. I'm going to do down left knife floats and see what happens to me. I'm going to go to the right. Whee! Вот, и так как он делает удары в левую сторону, то игра толкает его чуть правее. И мы, доходя до определенной точки, мы снова делаем слайд бэкдэш, и вот мы выходим. И пока мы типа вот парили, делаем прием, вот с помощью которого она вот резко так взлетела вверх. Вот. Есть вода? Нет воды. Отличная вода. Диспамним воду в прямом эфире. Дорогие Диагоныч, ну тут сейчас закончится шоу-кейс OoB и придет Диагоныч. Кастелвания сейчас будет, когда закончится данный шоу-кейс. So what happens, I guess, if we keep going so far out of bounds that there's no more stage 1 to fall into? Because again, stage 1 ends here. Any guesses? What happens when there's no more stage to load? Let's find out. You keep falling. Oh, hello, there we are. Keep going. You got this, Deedlit. You're gonna be fine. Вот, и так как мы сейчас были, грубо говоря, в конце первого уровня, мы банально падаем вниз. И как бы всё. Мы умираем. Иногда OoB это летально. Теперь мы знаем больше. The universe is a lot of full damage. The universe is an ever-expanding place, we think, until game over, I guess. So that was a bit of a deep and dark way to end it, but. Не так хотел раннер закончить шоу-кейс. For giving Deedlit and Wonder Labyrinth a chance. Thank you for having me. Thank you to all of the donations that have come through, everyone who has donated from my community and beyond, and to everyone who's helped make ESA possible and the success that we're having here. Everyone obviously being here. Live event! Let's go! Live event, let's go, yes. I've missed it so much, it's ridiculous. Same. Люди скучают по лайв-ивентам. This man on my left, you are a king, a scholar, a gentleman, and one hell of you look great in a bandana, so I think you should keep that. Not that one, but keep the look. It's like you're talking to a mirror. Yeah, basically. You're the one that has done not only a really great event, but Ля, как же это прекрасно. Thank you very much, sir. Also, a shout out to the community. Как же это прекрасно. Sabera, who kind of like our main modern head, and she's done so much work and she's awesome. And a lot of the strats that I use there are hers, and taught us a lot. Jado, as I said, has done a lot. Benja and Bozo, those two have pushed me onwards and onwards and onwards with this run. And Poppenheim, he and I are the only two sub-40s in this game. And when I saw that he got one, that was what motivated me to get it. So thank you very much for being a great inspiration. Ну, грубо говоря, то, что его приняли на марафон, его это замотивировало получить саб 40 в данной категории, в данной игре. God, high spirits, Slurpee, everyone, you're awesome. Вот, много-много. And the Doosler. Bro Doosler. I love that man. What a guy. But yeah, that's everything. Много благодарности раннер говорит. I was about to swear there, so I'm sorry, I held back. Yeah. No, my shoutouts are definitely if you want to be a part of Выпустить Диагона. community,
Diagon. This is such a Где злой русский? There are a lot of guides that are really written on SRC, so you can hit the ground running with this speed run. This is actually a really good Metroidvania-esque game to start on. So it's the best Metroidvania you haven't heard of. Also, actually, I have one final one, and that's to my family, my brother. I'll use their online names because I don't want to, for Slade and May, I love you both from the bottom of my heart. Thank you very much for everything you've done for us forever. It's been tough, and I adore you both. Thank you very much for being there for me in every moment, through it all, and for your support. I wouldn't be here without you, so I love you. And also to my brother-in-law, Раннер говорит уже и шатаут своей семье. То есть, в принципе, кого он только здесь не задел. Чтобы нам не отдать Диагона. Диагон. А, это было громко. Let's go. Move on. Hey, we're almost to 20. Вот. И